Привет, друзья! С вами снова Егор Яковлев с 11-м выпуском инсайдерской информации о проекте Easy Travel на канале Easy Insight. Поехали! Начнем с запусков недели. И самый необычный из них случился в главном парке страны. Послушайте. Меня зовут Бетти Глан. С 1929 по 1937 год я была директором Центрального парка культуры. К 90-летию парка Горького в его музее открылась выставка «Парк Горького. Начало». А экскурсоводом по нему выступает никто иной, как сама Бетти Глан, голосом актрисы Мариам Сихон. Бетти рассказывает историю парка от самого его становления. На месте парка когда-то находилось пастбище, потом пустырь, дальше гигантская зловонная помойка. И до подведения итогов работы. За первые 5 лет существования парка в нем побывали 37 миллионов человек. От 120 до 250 тысяч в день. Кроме создания оригинального гида, команда музея парка отличилась и организацией информирования о нем. Вот посмотрите, как это выглядит. Рекомендую вам скачать для ознакомления с выставкой. Приложение называется Easy Travel. И знаете, к чему привело вот такое простое, но персональное обращение внимания посетителя? К 10-кратному росту использования гида. Мы всегда подчеркивали чрезвычайную важность того, чтобы музейные сотрудники помогали людям узнать об аудиоэкскурсиях. Кассиры, смотрители, всего 5 секунд дополнительного внимания человека, и в 10 раз больше людей выходят из музея гораздо более воодушевленными и образованными. Примите на заметку. И, конечно, приходите в музей парка Горького на эту удивительную экскурсию. Ссылку на аудиогид я оставлю в описании. Переходим к следующему запуску. И он тоже весьма необычный. Посмотрим. Привет, мы в Китбурге, это Андрей. Мы обсуждали вопросы сотрудничества платформы Easy Travel Китбурга. Андрею очень понравилось. Андрей, где вы собираетесь использовать нас? Я вообще большое поле применения сразу увидел. Это и для обучающих материалов платформа великолепно подходит для обучения новых сотрудников. Как база данных, которая под рукой всегда. Мобильный телефон, пожалуйста, ты что-то забыл, посмотрел. Прям вообще Хорошо. Я очень рад. Хорошо, будем сотрудничать. Будем сотрудничать. Да, Давайте, спасибо. пожмем руку. Спасибо. Помните, несколько выпусков назад я рассказывал, что в питерских Китбургах работает квест на Easy Travel для детей, а вот в московских инструментарий квестов использовали для обучения сотрудников. И как вы только что видели, говорят, что это намного удобнее, чем куча бумажных инструкций. А еще в планах сделать гид-квест для родителей, ожидающих ребенка, пока он осваивает профессии в Китбурге. Следующая новость. Существенно дополнился автомобильный аудиогид по трассе М4 в Липецкой области, запущенный накануне Нового года. В записи экскурсий участвовали сами липчане, актеры театра, журналисты, ведущие, преподаватели вуза и даже чиновники областной администрации. Сейчас в процессе записи еще несколько гидов, в том числе по Ельцу, Задонску, Задонскому монастырю, усадьбе Пальна-Михайловка. Птицам на заметку. Не знаете, как озвучить гид? Обратитесь за помощью к местным радиостанциям и телеканалам. Уверен, они с радостью и профессионально, да еще и безвозмездно вам помогут. Да, еще и раскрутить помогут, ведь теперь это их проект. Ну а ссылка на гид по М4 будет в описании. Переходим ко встречам недели. Мы встречались с Еленой Филипповой из Центра молодежного туризма, которая организует студенческие поездки по России и хочет поднять волну интереса молодежи к культурному наследию российских городов. Студенты из разных университетов ездят по городам, изучают их историю, помогают что-то восстанавливать. У ребят есть несколько красивых концепций таких поездок, которые можно дополнить классными студенческими аудиогидами и квестами. Ну а имеющиеся гиды помогут в работе студенческих welcome-центров. Также на этой неделе мы провели мастер-класс для нескольких команд WorldSkills. В ходе молодежного этапа этого международного конкурса по определению лучших специалистов в разных профессиях школьники, соревнующиеся в области гостеприимства, будут создавать аудиогиды по Измайловскому Кремлю. Помимо проведения обучения, нас пригласили и в судейскую комиссию. Ну а лучшие гиды будут опубликованы в общий доступ. Продолжая тему гостеприимства, переходим к следующей новости. Сеть отелей «Азимут» договорилась с Третьяковской галереей о партнерстве, и теперь гости отеля смогут получить бесплатный билет в музей. Но помимо этого, отель заинтересовала возможность дополнить этот сервис еще и бесплатными аудиогидами. Поэтому информация о возможности заранее установить приложение и скачать экскурсию появится на промо-материалах. Вообще я призываю все отели, рассказывайте вашим гостям, что в вашем городе есть множество бесплатных аудиопрогулок. С ними вашему гостю будет намного интереснее, он полюбит город, порекомендует приехать сюда своим друзьям, да и сам вернется. Но не это ли вам надо? Но на эту тему я вскоре запишу отдельное видео. Переходим к следующей новости.
В четверг я сходил на вечер открытого микрофона с TEDx Лаврушинский переулок. Это такое мероприятие, где каждый желающий может в течение минуты рассказать о себе, свои идеи, меняющие мир, а организаторы и кураторы TEDx, а также гости дают обратную связь и предложение, какой доклад можно было бы представить на TED. Мне кажется, что наш проект вызвал большой интерес у собравшихся. Плохо то, что среди 25 человек про Easy Travel знал только один. Хорошо то, что теперь знают все. Спасибо Сергали Адбилбекову и Андрею Подгорному за организацию и интересное общение. Хочется верить, что с полученными рекомендациями мы сможем поучаствовать в одном из ближайших TEDx. Ну а ссылочку на наше выступление на TEDx в Екатеринбурге в прошлом году я оставлю в описании. Если не видели, обязательно посмотрите. Переходим к внутренним новостям. И они на этой неделе особенно интересны. Главное, мы едем в Калифорнию. Пора пощупать их силикон. Основное мероприятие – конференция Startup Grind, а также целая программа встреч с венчурными фондами, акселераторами, потенциальными партнерами, посещение митапов и так далее. Так что, если вы смотрите недельные пули из Кремниевой долины и хотите встретиться, пишите, будем рады. Кроме того, на этой неделе мы провели несколько важных звонков с различными инвесторами, получили обширный фидбэк, который используем для улучшения нашего предложения, особенно в финансовой части. Вообще у нас все разговоры с инвесторами начинаются очень неплохо. Людям реально нравится наш проект. А потом, уже может быть даже через несколько сессий общения следует. Да, все здорово, мне нравится, крутой проект. Уточните только, сколько там вы заработали за прошлый год? И мы честно отвечаем, 0. И в следующем году тоже наверняка будет 0. И тут все начинается сначала. Разрыв шаблона. Как так? Столько лет на рынке, очень много сделано и достигнуто, а монетизации нет. Что-то наверняка не так. Но на самом деле все так. И сейчас мы не размениваемся на копейки лишь потому, что в будущем хотим зарабатывать миллиарды. Но поверить в такие перспективы трудно, а наши обоснования выглядят недостаточно убедительно. И сейчас мы существенно дорабатываем эту часть. И доработаем. И последняя для этой недели внутренняя новость. Мы решили участвовать в одном из еврогрантов программы «Горизонт 2020». Программа как будто написана под наш проект. И потому будет особенно обидно потерять те 5 миллионов, что она предусматривает. Будем держать вас в курсе. Ну и в завершении выпуска цифры недели. На этой неделе на Easy Travel появилось 9 новых музеев, 43 новых уличных тура, присоединилось 98 новых авторов и почти 5000 пользователей мобильного приложения. На этом 11-й выпуск недельных пуль завершен. Спасибо, что посмотрели его. Подписывайтесь на наш канал. Помимо недельных пуль здесь выходят интересные видео о нашей стратегии и проектах. Расскажите об Easy Travel своим друзьям. Но несправедливо, если вы знаете самые интересные новости, а они нет. Активно комментируйте и пишите свои вопросы и предложения. Ходите в музеи, гуляйте по городу, путешествуйте и не забывайте при этом использовать Easy Travel. Отличных вам выходных и пока! Сегодня, кстати, день рождения у Александра Турского, отца-основателя Easy Travel. Не забудьте его поздравить. С днем рождения!